Здравствуйте! С вами вновь Лариса Левинская, и сегодня будет видео, посвящено теме и красоты, и здоровья одновременно, на большей степени красоты. Поэтому я советую набраться терпения, буду смотреть это видео до конца. Тем из вас, кто особенно обеспокоен вопросами красоты, вопросом, как выглядеть моложе своего возраста в паспорте. Для начала небольшое лирическое отступление. Женщины со мной, думаю, девушки согласятся, что целая куча мелочей может выдать вас в ваш возраст. Я уже не говорю о морщинах, о лифтинге, о возрасте, который выдают руки. Также ученые считают, что возраст человека выдают такие мелочи, как, например, гибкость его шеи. Если человек с трудом поворачивает шею в повороте, сам не замечая для себя, то это выдает его возраст. И вот уже возвращаясь ближе к теме сегодняшнего видео, есть такая незначительная мелочь, которая тоже выдает возраст человека. Цвет нашей зубной эмали. И есть такой факт, что если эмаль зубов на 1 тон светлее, хотя бы на 1 тон, человек уже автоматически выглядит на 5 лет моложе. Я вас заинтриговала, а сегодня речь пойдет именно о том, как можно в домашних условиях, не затрачивая значительные суммы на визит к стоматологу для отбеливания зубов, вернуть естественный цвет зубной эмали, притом без вреда для здоровья, без вреда для самой зубной эмали. И сегодня речь пойдет об одной из новых паст серии Доктор Тайга, а именно вот об этой зубной пасте, отбеливающей на древесном угле. Доктор Тайга. Вес у этой пасты я вам не скажу, но скажу, что 75 мл на упаковке. Тюбик выполнен в том же дизайне, как и комплексная фитопаста, которую я уже рассказывала. То очень приятно радует, что есть фольгированное покрытие, которое подтверждает, что никто этой пастой не пользовался 100%. Где-то, возможно, буду немного повторяться, если вспомнить мое видео о комплексной фитопасте Доктор Тайга, но в основном информация будет новая, потому что паста другая, паста выполняет несколько иные функции. И я уже этой пастой пользуюсь уже не первую неделю, могу рассказать о своих впечатлениях. Эта фитопаста не содержит парабенов, не содержит красителей, не содержит синтетических ароматизаторов, не содержит фтора и не содержит СЛС. А почему именно таежные растения? Потому что тайга сама по себе уникальный биокомплекс. Растения, которые произрастают в тайге, они выдерживают перепады температуры до 100 градусов. Не каждое растение может выжить в таких тяжелых климатических условиях. Таежные растения это удается сделать, и причем с каждым годом сила этих растений все больше и больше усиливается. И эти фитокомпоненты этой пасты, таежных растений, они придают силу, придают выносливость нашим зубам и тканям пародонта. По виду это зубная паста, чтобы вы были не очень шокированы. Она вот такая черненькая, черная. По консистенции довольно густая. Также используем ее достаточно всего лишь одной горошинки. Нанести на свою обычную зубную щетку. Нет необходимости распределять по всей поверхности эту зубную пасту. Это делается, я уже не раз говорила, это рекламный ход, для того, чтобы пасту использовали активнее, и она быстрее у вас закончилась, и вы побежали покупать новую зубную пасту. В чем принципиальное отличие этой зубной пасты по использованию, например, от других отбеливающих зубных паст, той же зубной пасты Extra White Pro? В том, что Extra White Pro я использую и всем рекомендую использовать только 1, но максимум 2 раза в неделю, не чаще. Впрочем, как все другие зубные пасты именно с отбеливающим эффектом. В свою очередь, паста на древесном угле, ее можно использовать ежедневно, утром и вечером, без вреда для зубной эмали, при этом зубки ваши будут отбеливаться довольно эффективно. Кратко скажу о своих впечатлениях. Конечно, когда появилась одновременно и комплексная фитопаста Доктор Тайга, и появился в продаже отбеливающая фитопаста тоже Доктор Тайга, у меня был выбор, что же купить. В первую очередь хочется попробовать новинку, тем более так ее описывают хорошо в аннотациях. Использовала сначала комплексную фитопасту, но от мечты попробовать отбеливающую пасту я не отказалась, а решила все-таки сочетать ее, как положено, в субботу утром я чищу 1 раз в неделю вот этой пастой отбеливающей, а комплексная фитопаста остальное время в течение недели чищу зубы. Мои впечатления.
Я не могу сказать, что частота эксперимента стопроцентная, потому что у меня из пасты Extra White зубы довольно белые были. При использовании этой пасты заметила, что, возможно, это было субъективное мнение, возможно, так оно на самом деле есть. Может быть, вы сталкивались с тем, что передние зубы на верхней челюсти значительно быстрее отбелить можно. Чего не скажешь о передних зубах на нижней челюсти. И вот некоторый желтый налет все-таки у основания этих зубов оставался. Вот именно благодаря этой фитопасте, как мне кажется, эти зубы стали намного белее. Можно улыбаться и общаться с окружающими более уверенно. Небольшой минус, вот я никак не могу привыкнуть. Если использовала раньше зубную пасту Проденталь, она тоже черненького цвета, если вы помните. Когда пользуешься ей, она белеет, и следов в ванной, в умывальнике не остается каких-то темных. Обычно белая паста, хлопья белой пены. При использовании этой фитопасты все-таки серые хлопья пены остаются в ванной. Это к этому немножко тяжело привыкнуть, но что делать, красота требует жертв. И еще небольшой минус, то все-таки при использовании наших силиконовых щеточек, когда используешь эту черную пасту, на дне щеточки остается все-таки серый налет, надо будет дезинфицировать чаще. Немножко не очень эстетически это смотрится. А в остальном паста отличная. Скажу, что она выполняет сразу несколько функций. Какие же функции выполняет эта фитопаста из серии Доктор Тайга? Во-первых, это отбеливание зубной эмали. Это удаление налета от кофе, от табака. Это препятствие возникновению кариеса и предупреждение образования зубного камня. А также эта паста отлично освежает дыхание. По запаху эта паста пахнет вкусненько, так вкусненько кедром. Основными компонентами этой пасты являются древесный уголь, коллоидное серебро, экстракт бадана, масло пихты сибирской и масло кедровых орехов. Все эти компоненты уникальны, но они заслуживают того, чтобы о каждом из них рассказать отдельно. Так, коллоидное серебро – это мощный антисептик, это мощное антибактериальное средство, противопаразитарное, противогрибковое средство. Пожалуй, самое мощное из известных на сегодняшний день. Представляет собой коллоидное серебро. Это суспензия, которая состоит из дистиллированной воды, и в ней плавают частички, микроскопические частички серебра. Еще с древних времен наши предки знали о свойствах серебра сохранять продукты, предметы без порчи. Поэтому использовали серебряные монетки. Также, если путешественники отправлялись в дальний путь, нужно было питьевую воду сохранить, и ложили в сосуд с питьевой водой серебряные монеты. По своим свойствам коллоидное серебро превосходит марганцовку, раствор марганца, и также превосходит даже всем известных хлорку. И способно убить вирусы, стойкие даже к мощным антибиотикам. Другим компонентом этой зубной пасты является древесный уголь. Древесный уголь в косметике тоже целый тренд. Есть шампуни с древесным углем, я уже не говорю про маски с древесным углем, про полоски для носа от черных точек с древесным углем. В данном случае древесный уголь выполняет две функции одновременно. С одной стороны, это мягкий щадящий абразив, который бережно очищает зубную эмаль от налета, а с другой стороны, древесный уголь очень мощное абсорбирующее средство. И одновременно налет от кофе, от табака удаляется этим же древесным углем. Свойства древесного угля использовали еще наши предки, именно отбеливающие свойства, абсорбирующие свойства древесного угля. Например, красавица, отправляясь на бал в веке 18-19, для того, чтобы не прятать свои зубы за веерами, а улыбаться кавалерам, перед тем, как отправляясь на бал, они втирали в свои зубы кусочки древесного угля. Тем самым древесный уголь и очищал зубную эмаль мягко от налета, а также абсорбировал весь налет и осветлял зубную эмаль. Точно так же древесный уголь сейчас используется в этой зубной пасте и осветляет нашу зубную эмаль, позволяет нам улыбаться и себе, и своему отражению в зеркале, и кавалерам, не стесняясь белизны зубов. Следующим компонентом этой зубной пасты является экстракт бадан. Бадан – это растение, которое произрастает в Сибири, на Алтае, в Саянах, и называют его в этих краях монгольским чаем. А официальное название – это камнеломка толстолистая. Это название растению дал еще в 18 веке известный шведский врач Карл Линней, которому камнеломка толстолистая попадала из Санкт-Петербурга, а, соответственно, в Санкт-Петербург она попадала из Сибири. Это растение издавна использовалось сибирскими целителями. Оно обладает
сложным химическим составом, в котором основную роль играют дубильные вещества, глюкозиды, фитонциды, глюкоза, сахароза, аскорбиновая кислота, железо, марганец, медь. И использовали издавна бадан для полоскания рта при стоматите, при воспалении поверхности языка и десен, при пародонтозе, при грибковых повреждениях слизистой рта и при заболевании горла. Следующим компонентом является масло пихты сибирской. Обладает очень мощным освежающим свойством. Еще в древние времена это растение использовали как очень мощное заживляющее средство, так же как обезболивающее средство. Пихта широко распространена во многих широтах, и о чудесных свойствах этого растения писал еще знаменитый Гиппократ в своих трудах. Используют масло пихты при заболеваниях полости рта и десен, при стоматите, пародонтозе, пародонтите и других заболеваниях. И последним завершающим компонентом, о котором я хотела сказать, это масло кедра. Именно то самое масло кедра, которым пахнет эта зубная паста. Добывают его из семян, из орешков кедра методом холодного отжима, для того, чтобы сохранить максимально все полезные свойства этого растения. Масло кедрового ореха легко усваивается организмом, обладает мощными питательными, восстанавливающими свойствами. Также содержит большое количество витаминов и минеральных веществ. Кедровое масло обладает уникальными свойствами, с его помощью сибирские целители ставили на ноги абсолютно безнадежных больных. Кедровое масло в стоматологии также нашло свое применение. Благодаря вяжущим свойствам кедрового масла его используют для лечения некоторых заболеваний полости рта, а также для устранения рыхлости десен. Вот, собственно, и все, что я хотела вам рассказать сегодня об этой фитопасте, отбеливающей с древесным углем, компании Тианде. Прошу любить и жаловать и пользоваться ее. Особенно рекомендую всем тем, кто обеспокоен белизной своей эмали, хочет выглядеть моложе, но так, чтобы без ущерба для зубной эмали, для своего здоровья в целом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе ответов на самые различные вопросы по теме красоты и здоровья. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!